Так, коллеги, доброго времени суток. С вами Атлант. Поговорим про цену биткоина. В прошлых видеообзорах эти моменты показывал. Кстати, надо, чтобы еще кто-то подписался. Да, хотя очень даже красивое число. Так, в прошлых обзорах показывал эту вероятность, да, и куда мы можем прийти. По Атланту у нас был шорт-приоритет от уровня. У нас лонгшорт приоритета из вот этого накопления, да, была цель, мы провалились вниз и предполагал, и показывал, в каком направлении примерно может уйти цена, и дальше на продолжение движения оставлял позиции. В общем, от уровня 93 тысячи 0,51, зона 51, в общем, был у нас такой вероятность того, что будет снижение. И действительно мы опять видим это погружение. Плюс еще Илон Маск делал такой интересный твит, я в закрытую группу показывал, потом в группу 80/20 немножко позже скину. Если мы еще ниже уйдем, покажу этот момент. Тоже так обратил на это внимание. Такое просто совпадение так получилось. Да. А, Цели, которые были из-за паттерна от 3 декабря, да, которые были из паттерна, я не забирал, я оставлял на продолжение движения ниже, сразу выставлял. У меня было 3 позиции с 50-м сотым и 150-м плечом. Одну из позиций я говорил, что закрою при достижении золотого сечения 1,61%, да, вот здесь это район 87 720, вот 724, чуть-чуть на 4 тика, на 4 доллара раньше, да, позиция закрылась. 689% в плюс. Эта позиция была со 150-м плечом открыта на бирже BingX. Еще раз, торгую я изолированная, раздельная, маржинальная торговля в режиме хеджирования, в режиме одного актива. Обязательно выставляйте эти параметры для того, чтобы можно было открывать по несколько лонг или шорт позиций. Это помогает это помогает практически в любой стратегии. Для любой стратегии этот момент подойдет. Это есть только на бирже BingX. Так что присоединяйтесь, приходите. Ссылки на бирже в описании. И здесь, и приходите нам в телеграм-канал. Там также есть на все биржи ссылки. Будьте осторожны. Наши ссылки все проверенные, да, а где-то в других пабликах я ни за кого не ручаюсь за остальных. То есть свое дело веду потихоньку. И кто с нами давно, тот прекрасно все видит, знает, понимает, что и почему, и что мы делаем. Мы просто торгуем, идем за маркетмейкером аккуратно. Так, и обучением. Не надо никому ничего платить. Никто не продает никакие... Не бывает золотого граля, да, такого. Не бывает идеальной стратегии. Всегда есть небольшие убытки. То есть, да, вот здесь я пытался, да, вот здесь где-то вот в этом моменте, да, здесь вот здесь у нас был тут треугольник, была вероятность прорыва наверх, была цель. Здесь подбирал лонг-позицию, переводил, подтягивал стоп, помните, да, вот под вот этот момент. То есть в старом, вот здесь в этом обзоре или вот в этом, по-моему, обзоре, да, вот здесь, да, это вот здесь было, показывал, какая есть вероятность, но из прошлого я уже говорил, что пойдем ниже, будет шорт был в приоритете. Но так вот, здесь я подбирал длинную позицию, 2 штуки, да, цена пошла наверх, перевел без убыток 1%, и у меня их маркетмейкер выбил. Все, после этого я еще дополнение не открывал. То есть не было структуры, не было какого-то дополнительного паттерна, поэтому ждали накопления и уже исходя уже из нового что-то предполагать. Ну, в данный момент у нас пролили все-таки вниз, да, и мы забрали нашу одну из целей. Следующая вероятность, если у нас все так и пойдет дальше, это 78%. И следующая моя цель, последующая, я говорил также в прошлом, это 80 тысяч. 81 тысяча 32, 81 тысяча 081, 81 тысяча 010. И тут вот эта область, в общем, 127% по уровню Фибоначчи. Как раз это по тройке, по стратегии тройка, да, нам
туда направляют, в эту область. Но также это будет у нас тогда пробой сота EMA, это не совсем положительный момент будет для биткоина, но если так произойдет, тогда у нас также есть цели ниже. По вот этой схеме следующая позиция будет забираться, которая открывалась с 50-м плечом. Так, пока вот такое видится. В понедельник посмотрим, какой выйдет, что будет в понедельник, да, какие новостные моменты, фон какой будет. Ну, уже будем от этого отталкиваться на следующую неделю. Плюс в среду надо будет тоже посмотреть, что там будет происходить. Подготовка, в общем, к пятнице, к следующим выходным потихонечку в течение недели. Так, здесь все понятно. Атлант пока не разворачивался, по Атланту пока шорт-приоритет. Структура напоминает, у нас здесь как хребет такой идет, но опять же слабая левая лапа, хотя объемы есть, да, правая тоже объемы, смотрю. Ну, в общем, есть небольшая вероятность нашего паттерна, да, дракон, как мы его любим, правую лапу желательно ниже еще спустить, вот к 78% забрать еще стоп-ордера, да, вот здесь как раз вот этих вот ребят, кто отсюда запрыгнул в позиции, забрать ордера и после этого подняться выше, но уже тогда с того момента посчитаем, посмотрим, что будет дальше. Опять же, можно будет поставить по уровню Фибоначчи, да, у нас верхняя цель. То есть в данный момент по дракону ближайшая цель это к голове непроторгованный уровень, район 90, район 91 600, 91 800 и 1,61% по Фибоначчи 91 700, 800. Вот эта область, как раз вот этот уровень. Это начало по дракону. Опять же, по дракону работать при пробитии 89 500, это уровень long-short приоритета, да, из вот этой структуры. Соответственно, мы здесь не просто пойдем отрабатывать драконы. Если вы забыли, я вам напомню, у нас от 4 декабря идет нисходящая трендовая, да, нисходящий тренд и трендовая линия. Соответственно, здесь будет также пробой, и мы, скорее всего, будем отрабатывать вот этот момент 90, на 93 051. Посмотрим, если сейчас здесь пробьемся наверх. По позициям, опять же, буду здесь от накопления смотреть. Возможно, здесь будут дополнять длинные позиции. Ну и пробой этой нисходящей трендовой, пробой, закреп. Уже буду от этого отталкиваться дальше, что нам делать. И опять же смотреть по Атланту. Перепроданность по Atlant Matrix Series уже в целом неплохая, да, была прошлая перепроданная, здесь снижались, и здесь мы сейчас в воздухе находимся. Желательно еще сделать такой еще небольшой заход к золотому сечению, уйти здесь в перепроданность, и уже потом, позже немного пробиваться, ближе к понедельнику, ближе к концу китайской сессии. Да, сейчас сессии правильно, неправильно говорю, да, они в выходные не работают, но у нас рынок работает 24/7, крипторынок, поэтому желательно их всегда отслеживать. Так, в общем, при пробое, закреп, посмотрю, что здесь будет, да, возможно, здесь будут добавлять дополнительные позиции, уже длинные открывать, и посмотрим, как биткоин поведет себя. Если пойдет сильно наверх, да, выбит, да, у меня действительно выбит мои короткие позиции, которые ранее подбирал, но выбит всего лишь в безубыток, это 1%, которые позиции подбирали в плюс и снизу здесь, да, и дополнительные будем, которые открывать вот здесь, они уйдут в хороший плюс. Поэтому идем за маркетмейкером на мягких лапках, аккуратно двигаемся. Все, кто торгует, ребята, всегда ставьте стоп-ордер. Это самое обязательное, что требуется от трейдера. Всегда, когда торгуете, всегда ставьте стоп. И не забывайте забирать прибыль. Не забывайте забирать. Так. Смотрите, еще у кого есть платная подписка, да. Кто хочет получить Атланта к себе на график, да. Кто хочет прийти к нам на график, пишите в личку, объясню, как это сделать. Также вы получите нашу систему Атланта.
есть все три системы. Ну и основной это Атлант, который подсказывает на графике, да, в каком лучшее положение стоять, вставать в шорт или в лонг, разворачиваться, открывать длинные или короткие позиции. Пока по Атланту короткие позиции в приоритете, да, поэтому пока рано говорить про разворот. И так, и недавно мне попался такой интересный момент. Это голографический, как он правильно называется, голографический маркет микроструктура, да, у нас альфа-нат, такой можете поискать. Уже интересные моменты тоже показывают хорошо перепроданность, перекупленность. У нас вот он уровень, да, следующий. Получается, вот цель есть, это 73 555, интересная цель по активу, как раз трендовый сюда спуск. Опять же, посмотрим, у нас здесь, видите, да, если смотреть, это недельный таймфрейм, у нас здесь такое зажатие идет сейчас вот в этом накоплении, зажимают нас буквально, скорее всего, на следующей неделе, 8 декабря или середина декабря у нас уже здесь произойдет какое-то движение, уже либо пойдем вниз, да, либо пойдем пробиваться наверх и сделать нам новогодний сюрприз, новогоднее ралли по биткоину. Какие есть вероятности, что может произойти? Маркетмейкер может как себя повести? Биткоин потянуть вниз, и ликвидность в этот раз из биткоина именно не в стейблкоины пойдет, а большая часть ликвидности может пойти в различные альткоины, которые в этот раз себя могут очень даже неплохо показать. Здесь также у нас, помните, старая структура, которую показывал, да, опять же идет вот поджатие, идет какое-то, во-первых, объемы поднялись, да, у нас с 18 ноября 2024 года вот по сегодняшний день, у нас 24 ноября 2025 год, вот у нас объемы, видите, да, больше стали намного. И идет сжатие, у нас как раз февраль, с окно повышенной волатильности получается где-то вот в этой области, где-то 2 февраля, январь, февраль. Посмотрим, вот ближе к этому моменту может биткоин какой-то альт-сезон устроить. Но опять же, для начала нам нужно где-то здесь пробиваться ниже и как раз пробиваться, выходить из этой структуры вниз. Пока видно, что да, действительно, пока как бы к низу дотянут. Ну, сейчас идет сжатие, могут пробиться. Но опять же, если пойдем к верхней грани, альты еще больше просядут, еще больше разочаруются. Такое еще как тоже как предположение есть по альткоинам, что может произойти. И Ethereum тоже в той же схеме. Это, в общем, по биткоину, да, если доминация пойдет вниз, это памп по альткоинам. Часть часть объема биткоина уйдет в альту, после чего альта сделает какие-то пампы, большая часть альткоинов будет потом умирать, да, из них будут выводить ликвидность обратно в биткоин, перекидывать, и многие из активов просто соскамятся, скорее всего, останутся единицы. Проекты, в которых есть технология какая-то, даже тот же майнинг, скорее всего, эти проекты еще могут выжить. По Atlant Matrix Series у нас была сильная перекупленность постоянно, да, то есть нам самое то уйти в перепроданность. Все для этого готово. И где-то в районе 55-50% у нас вот альт-сезон ожидается. Это еще отметка у нас стоит давным-давно здесь. Если вы посмотрите наши прошлые видеообзоры, там все это показывал. И эти все предположения тоже указывал на них. По CME дневной таймфрейм у нас, да, отбились от нисходящей трендовой, внутренняя, которая проходит, там, структура. Отбились, да, пока идем вниз. Ну, сейчас у нас рынок закрыт. CME 89 460. Цена сейчас 88 900. Ну, то есть небольшой гэп, да, у нас рисуется. Небольшой гэп рисуется.
Так, ну и здесь да, пока из этого накопления не видно, что будем наверх пробиваться. Ну, то есть такое ощущение, что ниже будут тянуть. Ну, посмотрим, всему свое время. По лунному календарю у нас боковое движение или лонг должно быть, да, пока полнолуние. Но у нас видно, что боковое движение и даже боковое и ниже тянут. Ну, в целом это все идет как боковик пока. Боковик до 12 декабря. Вот этот момент, скорее всего, так и будем здесь накапливаться в этом большем паттерне. Так, еще также желательно обратить внимание на уровень 105 500. У нас вот здесь сильный уровень. Лонгшорт приоритета тоже как цена, магнит для цены здесь. Вот этот момент 96 132. 96 132. Тоже пробив этот уровень, пробив и закрепившись выше, тогда только можно будет говорить о том, что мы пойдем куда-то наверх. Пока все это только давление, да, больше когда вниз. Также на недельном таймфрейме по Атлант MACD у нас только-только пошли вот за середину, да, туда скользящие пошли ниже, медведи лютуют, еще могут продавить ниже. И уже где-то здесь как раз из перепроданности в перекупленность потихоньку уходить. Хотя у нас тут много перепроданности было, перекупленности много было. Как раз сейчас потушить могут. Даже возможно вообще полностью уйти в криптозиму по биткоину. Тоже вариант. Но опять же, пока не пробились ниже, рано про это говорить. То есть основной посыл на то, что я все-таки думаю, что мы еще здесь восстановимся и покажем новый all-time high. Тем более это CZ нам напророчил, да, если вы посмотрели вот виды. Так, и вот здесь, да, это здесь все-таки на 15-минутном таймфрейме на BinX у нас сейчас график открыт. Желательно пробиться выше, закрепиться здесь. Да, и вот уже с этого момента буду рассматривать какие-то длинные позиции, что-то думать. Если мы не сможем пробить эту трендовую, не пробьемся выше, не закрепимся здесь, тогда плакал наш дракон, да, и пойдем еще ниже. Вот что-то подобное. Ну а с вами был Атлант. Всем удачи, спасибо за внимание, берегите себя, всегда ставьте стоп-ордер, открывая позицию, всегда ставьте стоп-ордер. Все будет биткоин. Всем удачи и пока.